Роман Русинов – не только брутальный красавец, который гоняет со скоростью 340 км в час. Он – единственный российский пилот в команде Гадриви Рачинг, принимающий участие в соревнованиях мирового уровня. На этой неделе во Франции традиционно пройдет самое крупное событие в автомобильном спорте – гонка на выносливость 24 часа Ле Мана. Накануне Роман поделился со Стархитом, чем спортивный автомобиль отличается от обычного, за что обожает 21-ю «Волгу», и почему пользуется метро в Москве. Роман, сколько лет управляете автомобилем? За рулем с 18 лет. Как только появилась возможность получить водительское удостоверение, сразу сделал это. В самих гонках участвую с 14 лет, так как там нужна только гоночная лицензия. Кстати, на права сдавал со скрежетом на «Жигулях» 4-й модели с раздолбанной коробкой передач. Сколько у вас сейчас машин? 6 штук. Моя любимая, 21-я «Волга» черного цвета. Легендарный автомобиль принадлежал еще дедушке. Позже я его восстановил. Когда передвигаюсь в таком раритете утром в выходной день, то чувствую магию. Для комфортной езды по городу приобрел Ranger Rover. Также есть Шорчут, маленькая гоночная машинка, Маруся и еще парочка. Часто гоняете по Москве? По дорогам общего пользования никогда. В данном случае я, самый медленный водитель, никогда не превышаю скорость и режим. Адреналина хватает на гонках. А если вам так хочется, то езжайте на столичный трек и берите машину. Однако некоторые представители золотой молодежи предпочитают дороги общего пользования. Та же самая гонщица Мара Багдасарян, которая впоследствии отправилась на общественные работы в качестве штрафа. Это не гонки, а хулиганство. Люди просто неправильно используют авто. Как относитесь к общественному транспорту? Спокойно. В загруженные дни перед новогодними праздниками могу спуститься в метро. Удобно и быстро. Кстати, в Токио и Лондоне очень хорошая подземка. Говорят, что в России две беды – дураки и дороги. Как усмиряете свой пыл, когда видите чайника? Ну а как можно относиться к людям, которые ничего не умеют делать? Только с сожалением. Вообще меня сложно разозлить. И желания кому-то показать, как круто вожу, тоже нет. Помните свою первую гонку? Ну если совсем уйти в историю, то в 1 классе получили домашнее задание – найти фотоместа, где мечтаем оказаться. В советском автомобильном журнале нашел снимок гоночного Ягуар Type-D и вырезал. Тогда даже не предполагал,
что именно на той машине была выиграна одна из самых известных в мире гонок на выносливость 24 часа Ле-Мана, которые проходят во Франции с 1923 года. В итоге в моей жизни все сложилось именно так. Просто нужно ставить перед собой цель и идти к ней. Постоянно работать и трудиться. А первый конкурс выиграл в 1999 году. Там было 5000 человек. Призом стало участие в чемпионате Формулы Чампус, как готовились. После школы ходил на курсы экстремального вождения. Катался по льду на 24-й Волге. Вы – единственный российский пилот в международной команде God Racing. Как туда попали? К тому времени выиграл серию международных чемпионатов, поработал пилотом в Формуле-1. У меня уже были достижения, имя в мире автоспорта. Позже компания «Газпромнефть» начала выводить на рынок топливо Гадриве, и я пришел к руководителю будущей команды God Racing Александру Крылову. Так все началось. В России автоспорт пока только набирает популярность. Расскажите про главные гонки в мире. Формула-1 для вас это своего рода Олимпиада? Существует 3 основные вершины, 3 крупных события, сравнимых с чемпионатом мира по футболу или Олимпийскими играми. Самый известный из них – Гран-при Монако Формулы-1. Дальше Индианаполис 500, Инди 500, проводимая в Америке. И 24 часа Ле-Мана, во Франции. В России же первый гоночный трек появился 7 лет назад. Автоспорт только приходит в наши массы. Гонка 24 часа Ле-Мана пройдет с 16 на 17 июня. Сколько человек в команде God Racing? У нас 2 автомобиля, в каждом из которых находится по 3 пилота. В течение гонки меняемся. Всего на старт выходит 60 машин. Кстати, в этом году также выступает знаменитый гонщик Фернандо Алонсо, который в свое время выигрывал Формулу-1, но Ле-Ман еще не покорил. Один известный журнал делал обзор по большим событиям в мире автоспорта, и гонка 24 часа Ле-Мана была признана самым крупным. На одном стадионе собирается 350 тысяч зрителей. Это невероятная энергетика, эмоции, несравнимые ни с каким концертом. У вашей команды уже были победы в этих соревнованиях? Пока нет, но все впереди. Зато 3 года подряд выигрывали чемпионат мира по гонкам. У меня рекордное количество побед. Расскажите про подготовку к соревнованиям. Над одним авто в нашей команде трудится 50 человек. Подготовка – крайне сложный процесс. Это целый алгоритм. Надо придумать комбинацию, которая даст шанс на победу, и дальше готовиться всем вместе. Создать надежную команду – очень сложная задача.
Обязательно должен быть грамотный руководитель, который четко ставит задачи, иначе цепочка развалится. Александр Крылов – как раз такой человек. На самом деле спорткар – самый командный вид спорта среди существующих. Как живой организм. Только представьте, каждые 30 минут вы заезжаете на дозаправку и замену шин. Далее ситуация зависит от механиков, которые должны максимально быстро все сделать. Даже 4 секунды простой играет роль. Вы наверняка активно занимаетесь спортом, чтобы выдерживать такие нагрузки. Бегай 5 раз в неделю, 3-4 раза посещаю тренажерный зал. Стараюсь правильно питаться, не ем ничего жирного. В автоспорте работают шея, руки, ноги. Каждые 20 секунд надо бить по тормозам, преодолевая давление в 120 килограммах. Неподготовленный человек просто ничего не сможет сделать. Максимальная скорость езды составляет 340 км в час, а средняя – 230 км в час. Если сравнивать гоночный автомобиль с обычным, то это как кукурузник авиационный самолет. Бывали моменты, что допускали ошибки, и хотели уйти из спорта. Неудачи у всех случаются. Самое главное – не сдаваться и двигаться вперед. Успех – это огромный труд, преодоление себя, внимание к малейшим деталям. Можете назвать команду G-Driver Racing своей семьей? Да. С ней провожу по полгода минимум, если в сумме. С моим гоночным инженером нахожусь по 200 дней в году. Это человек, который непосредственно настраивает автомобиль, чтобы он был быстрым. Вы постоянно в разъездах. Во скольких местах побывали? Летаю по 3 раза в неделю. Объездил более 80 стран. Вам впору тревел-блогерам становиться. На это нужно время, а у меня его нет. Какие призы дарят за победой в соревнованиях? Машины, деньги? Нет. Обычно это красивый кубок и непередаваемые эмоции. С кем из известных гонщиков доводилось пересекаться? Много лет назад видел Михаэля Шумахера на картинге во Франции, но фото, увы, нет. Тогда еще не понимал своего счастья, где вас можно встретить, кроме дорог. В офисе, тренажерном зале и паре хороших ресторанов Аркадия Новикова. А как предпочитаете отдыхать? Люблю уезжать на природу, в места, где мало людей. Летом обычно занимаюсь кайтом. Зимой катаюсь на горных лыжах. Родные и близкие поддерживают на соревнованиях. Редко. Все-таки это работа, и я нахожусь в особом режиме. Не могу уделять им внимания.
Но конечно, у нас есть своя группа поддержки, болельщики, которые слетаются со всеми мира. В какой стране фанаты самые дисциплинированные? В Японии, там всегда идеальные очереди. Вы были на обложке известного мужского журнала. Считаете себя мачо? А нужно? Как-то не задумывался на эту тему. Живу немного в другом измерении, в самолете и на гоночном треке. Считаете себя щедрым человеком? Есть фраза, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Часто дарите? Если надо, то, конечно, да. Но у меня их никогда не просили. И не в деньгах счастье. Типаж девушек, которые вам нравятся. Умные. Это основной пункт. Она может быть очень красивой, но при этом пустой. С такой барышней можно провести максимум несколько дней, а потом становится скучно. Некоторые ваши коллеги не прочь закрутить роман с какой-нибудь звездой. А вы? Смысл? Зачем привлекать к собственной персоне лишнее внимание, когда его и так достаточно?